Главные новости сегодняшнего дня. Ушла из жизни известная советская и российская актриса, вдова Андрея Миронова, Лариса Голубкина. Ларисе Голубкиной было 85 лет. Причина смерти – тяжелое онкологическое заболевание, рак крови третьей степени. Уже за несколько недель до трагического события Лариса Голубкина не вставала с постели и находилась в тяжелом состоянии. В первую очередь Лариса Ивановна Голубкина запомнится широкому зрителю по фильму «Гусарская баллада», где актриса сыграла главную роль. Стремительно ухудшается состояние здоровья известной певицы 90-х годов Марины Хлебниковой, у которой несколько дней назад в доме произошел второй пожар за последние 3 года. Помимо полученных травм у Марины Хлебниковой была выявлена атеросклеротическая болезнь сердца, что еще более усугубляет положение дела. Состояние здоровья Марины Хлебниковой тяжелое. Сотрудники комитета, известные артисты Дмитрий Харатьян и Егор Бероев, совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации взяли под стражу заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева за получение денежной взятки на общую сумму 93 миллиона рублей. На данный момент Виталий Кушнарев находится в следственном изоляторе города Москвы. Против чиновника возбуждается еще одно уголовное дело, на этот раз за превышение должностных полномочий. Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев оказался в больнице с диагнозом пневмония. По данным руководства Центрального телевидения, из-за болезни Дмитрий Киселев пропустит несколько прямых эфиров. На этом посту его временно заменит журналист Евгений Попов. К сожалению, резко ухудшилось состояние здоровья начальника пресс-службы комитета и известной актрисы Марии Шукшиной. Совсем недавно мы сообщали, что Марии Васильевне стало легче, однако минувшей ночью состояние дела кардинально изменилось. Выписку из больницы пришлось отменить, а Марию Шукшину доставили в реанимацию. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще неделю назад на Марию Шукшину, которая находилась в офисе комитета на дежурстве, было совершено нападение. Охранники организации, которые позже были уволены и отправлены в следственный изолятор, вошли в сговор с преступниками. Они пропустили их внутрь помещения. В результате нападения Мария Васильевна Шукшина получила серьезную физическую и психологическую травму, и эти дни находилась в больнице. Лечащие врачи и руководство организации очень надеются на благоприятный исход. Ведь Мария Васильевна Шукшина еще молода, ей всего лишь 57 лет. Однако, как заявляют медики, полученные травмы не пройдут бесследно, и даже в случае благоприятного исхода Марии Шукшиной придется проходить длительное лечение. Однако на данный момент все достаточно серьезно. Идет борьба за жизнь Марии Шукшиной. По словам актера Юрия Назарова, возможно, будет объявлена коллективная молитва о выздоровлении актрисы. Министерство юстиции, команда Никиты Михалкова и Следственный комитет взяли под стражу и объявили инагентами режиссера Ивана Воропаева и бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова. Данные личности были направлены в следственный изолятор. Причина ареста – это распространение недостоверной информации о спецоперации и России в целом. Погиб сын известного российского спортсмена по направлению карате, бывшего президента Федерации карате России Данилы Буганова. Как сообщает пресса, сын спортсмена выпал с балкона 6-го этажа многоэтажного здания. Долгое время он находился в реанимации, а сегодня стало известно о трагическом финале. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Певица Лолита Милявская попала в больницу с сердечным приступом. Это произошло после того, как ушла из жизни ее родная дочь.
Напомним, что трагедия произошла неделю назад в фитнес-центре в плавательном бассейне города Москвы. Дочь Лолиты Милявской утонула во время спортивной тренировки. К сожалению, еще одно печальное известие. Ушел из жизни заслуженный артист России, известный актер и драматург Вадим Жук. ЧП произошло на кинофестивале в городе Суздаль. Известному актеру было 62 года. Предварительная причина смерти – остановка сердца. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья известного режиссера, тележурналиста и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в состоянии комы уже третий месяц. Отметим, что Тигран Кеосаян попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. До сих пор телеведущего не удалось привести в сознание. Стали известны и чрезвычайные новости о семье известного певца Филиппа Киркорова. Накануне на Троекуровском кладбище столицы проводили в последний путь отца Филиппа Киркорова, народного артиста, известного певца Бедроса Киркорова, который ушел из жизни несколько дней назад в результате сердечного приступа. Буквально до последнего момента не было известно, как точно похоронят Бедроса Киркорова. Сначала появилась информация, что известного артиста кремируют и похоронят его 2 раза. Сначала прах должны были похоронить в России, а позже перевезти во Францию. Однако в последний момент в дело вмешалась болгарская община, которая попросила, чтобы тело Бедроса Киркорова было передано земле на территории России. Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. Однако хорошо известно, что смерть Бедроса Киркорова была вызвана сердечным приступом, который произошел в результате чрезвычайной ситуации. За несколько часов до трагического финала Бедрос Киркоров узнал, что у него были похищены из банка крупные финансовые средства, а позже оказалось, что эти деньги незаконно похитил пасынок Бедроса Киркорова от первого брака, известный болгарский певец Михаил Ромашич. Однако удивительнее всего, что главный виновник трагедии, певец Михаил Ромашич, пережил Бедроса Киркорова всего лишь на 3 дня. Сегодня утром его тело было обнаружено в центральном морге города Москвы. По предварительным данным, пасынок Бедроса Киркорова, который виновен в смерти известного артиста, ушел из жизни в результате огнестрельных ранений. Как точно погиб Михаил Ромашич, пока неизвестно. Однако есть версия, что ему могли отомстить поклонники и родственники Бедроса Киркорова, когда узнали, что данный певец виновен в смерти артиста. Напомним, что в последний момент перед смертью Бедрос Киркоров переписал завещание. Большую часть наследства он оставил своему сыну Филиппу Киркорову, а Михаил Ромашич остался без финансовых средств. В итоге болгарский певец решил восстановить справедливость и незаконно похитить финансовые средства у Бедроса Киркорова. К сожалению, состояние здоровья Никиты Михалкова, который на данный момент находится в больнице, остается очень серьезным. Об этом сообщает семья артиста. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Никите Михалкову, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.